Любителям наваливать кринжа в комментах привет, а остальным школа не самых живых, не самых свежих людей. Эти сёнэн, экшен сверхъестественное. Тайтлу 11 лет, так сказать, не самый свежий. И актуален как никогда. Поэтому ты просто обязан посетить мой паблик ВК с не самыми смешными мемами и не самыми свежими. Зато с душой. Не забудь лайк поставить, коммент написать и еды приготовить. Поехали! Короче говоря, сходу и сразу в карьер. Главных героев прессует нежить, вон уже на крышу загнали. Самое время вспомнить, как все началось. Главный горемычный Такаши стоял себе грустил на пожарной лестнице в школе. Как вдруг к воротам подошел неизвестный и укусил попытавшегося уладить ситуацию охранника. Одним словом, зомби. ГГ со всех ног помчался в класс, где учила уроки его любовь детства Рэй. По несчастливой случайности у него уже есть парень. По счастливой случайности во время эвакуации его знатно укусили. Короче, спустя пару десятков ступенек и успешно выстроенные баррикады на крыше, чел откис. Поэтому даже имя его называть не стану, помянем. Знаете, я тут подумал, а почему Хасаши не стал зомби сразу, как только его укусили? Как это было с другими людьми? Кто такой Хасаши? Пишите в комментариях. Я же сказал, что имя называть не буду. Как же так вышло? На размышление оставшиеся 20 минут и один Геродот. Тем временем пятиглазый пухляж Кота и его красноволосая подружка Сая ищут пути отступления. Хотя кому какая разница? Главное, что главные герои попытались дозвониться до отца Рэй. Батя, к слову, дочурку не признал и только пробубнил что-то о нужде спасаться от ходячих зомбей. Кстати, есть одна дама, нарезающая мобов налево и направо. Сайка. Между прочим, она чуть ли не лучший мечник в Японии. Вон даже медсестру спасла. Молодец. Она явно заслужила медаль за заслуги перед отечеством. И коня на скаку остановит, и подписку на канале оформит. Побольше бы таких людей в нашей стране. А, нет, простите. Действие происходит в Японии. Пятиглазая парочка тоже преуспела в оружейном деле. Кота соорудил гвоздомет на основе пневматической дрели. А дальше бедолаг зажали в угол, и они все встретились по счастливой случайности. Живы-здоровы. Теперь-то можно и передохнуть. Медик Сизука предлагает поехать на ее модном мини-купере куда-нибудь. Жаль, не все поместятся. Но не надо печалиться, всю страну уже охватил хаос. Телеведущих едят в прямом эфире, а значит от угона школьного автобуса никому хуже точно не станет. К слову, пораскинув мозгами, Сая пришла к выводу, что новая чума ни на какую из ранее пережитых человечеством эпидемий не похожа. Темп заражения слишком быстрый, к тому же военные ничего не предпринимают. Значит, все-таки нужно спасаться своими силами. Того, глядишь, через месяц-другой тела начнут гнить из-за летней жары. На этом разговоры все. Пора выбираться. По пути ребятам даже удалось спасти кучу нерадивых одноклассников, которые вместо того, чтобы сражаться, решили тупо покричать. Звук, если вы еще не поняли, привлекает нежить. Попытка выйти из школы почти увенчалась успехом. Один из спасенных шизов случайно стукнул железкой об перила. Одним словом, помянем. Кстати, остальные спасенные тоже скисли. И хотели было ребятки уже давить на газ, как на горизонте замаячил какой-то очкастый учитель с парой-тройкой подопечных. Ничего не поделаешь, придется подождать безоружных. Правда, Рэй не очень рада такому пополнению в команде. Говорит, мол, от пятиглазого Сида все еще натерпятся проблем и помянут ее слово. А ну и ясно, бить ученика ногой по лицу, какой джентльмен способен на подобную гниль. Новоиспеченным союзникам поездка, кстати, не особо по нраву. Дети не понимают, с чего все должны плясать под дудку водила с 6-м размером. Вдруг кто-то хочет ехать не на север, а на юг. Благо, любой конфликт можно решить словами. Если, конечно, единогласно выбрать лидера. Учитель как раз подойдет. Тем более большинство голосов уже за. К несчастью, такому Рэй вообще не рада. Придется покинуть транспорт, как будто кто-то ее держит. Ладно, извините. Такаши действительно ее держит, сразу видно. ПДД ребята прогуливали. По сторонам их смотреть не учили. Потому парочка остается заперта в туннеле горящим автобусом зомбями. Выбраться никак. Придется в обход. Встреча назначена в полицейском участке на 7 вечера. А пока пора бежать. Ситуация напоминает один анекдот. Значит, едет как-то грузовик, полностью набитый до термина International. Начинается ухабистая дорога, кочки, канавы. Весь транспорт ходуном трясет. И тут один дотер возмущенно говорит водителю: поаккуратней. Между тем, автобус с выжившими попал в пробку. Сида, как примерный учитель, ходит и лелеет своих испуганных учениц. А военные все-таки не бездействуют. Вон целую вереницу машин организовали. Всех отправляют в безопасную зеленую зону. Повезло. И парочка горемычных тоже сфартила. Стащили где-то байк, а потом того лучше. Откисших полицейских с уже бесхозным рабочим револьвером. Жаль, бензина осталось маловато. Придется заехать заправиться. На АЗС автоматы на самообслуживании. А денег, как оказывается, ни у кого нет. Выходит, нужно взломать кассу. Там, к счастью, ни единой души. Там, в смысле, в здании. А на парковке-то есть. Какой-то бандит. Лапает бедную Рэй, приговаривает, чтоб Такаши поторапливался с наполнением бака мотоцикла. Ничего не поделаешь. Дама в заложниках. Придется выполнять приказ. ГГ, на удивление, не совсем глупый. Догадался откинуть биту в сторону. Так, чтобы зомби в округе точно услышали шум. А потом и вовсе с
разбегу сблизился с вредителем и произвел прямое попадание в плечо. Почему от выстрела в упор у Горемычного не обгорели руки, а подругу, голова которой находилась в 5 сантиметрах, не контузила, я не знаю. Главное, все хорошо, что хорошо кончается. Самолеты, кстати, продолжают летать. Только остальные продолжают чилить в пробке, потому что предназначен транспорт только для богатых чинушей. Даже охраняется одним из лучших стрелков, Рикой, по совместительству лучшей подругой докторши, которая все так же безрезультатно в недвижимом автобусе. Очкастый шиз все никак не утихнет. Уже настолько промыл мозги своим последователям, что компашка больше походит на секту, а не на учителя с учениками. Находиться рядом с шизами тяжело. Понимаю. Поэтому герои решают аккурат слинять. Тем более, что через центральный мост, похоже, все равно никого не пускают. Вояки не брезгуют выталкивать за борт даже детей. Одним словом, настоящие шлеппы. А наши горемычные тупо по речку кожи. Потому что дальше пылких речей Коты о школьных издевательствах в его сторону и бездействие учителей не зашло. Ребят застала врасплох первая пачка нежити. Гвозди у Сократа закончились. Сайка почти выдохлась. Помочь теперь может разве что чудо. И тут, как нельзя кстати, приехали Такаши и Рэй, по пути знатно раскулачив пару-тройку зомби под фонг. Получается, все снова в сборе. Поздравим! Можно решать, куда двигать дальше. Благо, у Сидзуки на примете есть небольшие апартаменты, недалеко от текущего местоположения. Квартирка принадлежит ее хорошей знакомой, которая часто уезжает в командировки и оставляет ключи на подругу, чтоб цветочки не завяли. С растениями все отлично. Купаются, киснут в ванной. Парни тем временем вскрыли сейф, где по счастливой случайности хранилось первоклассное запрещенное военное снаряжение. Кота такой находке несказанно рад. И еще бы. Он, будучи в Амурике, прошел курсы стрелковой подготовки от прошедшего горячей точки спецназовца. Тем временем полиция на мосту осталась без подкрепления, а народ скооперировался в мирный митинг. По законам военного времени мирных митингов не бывает. По другим законам военного времени все средства хороши. В общем, пожертвовав одним шизом, других демонстрантов успешно распугали. Остальные эпизоды я благополучно скипну, потому что фансервисный эпизод в тайтле, полностью состоящем из фан-сервиса, это уже слишком. Из не очень важного. Пьяная Рэй безумолку гундит про своего почившего парня. Короче говоря, отличный повод воспользоваться ситуацией. Из очень важного. Стрелять запрещено. Вражины сбегутся на шум. Пользоваться светом тоже запрещено. Можно спровоцировать живых прийти в поисках помощи. Короче говоря, беда. Но не все такие смекалистые, как главные герои. В одном особняке свет горел. Туда-то и решил постучаться отец с дочуркой. Хозяева оказались добрые. Встретили с распростертыми объятиями и копьем в солнышко. Выходит, осталась дитятка одна. Придется переступить закон о вечернем шуме и таки произвести пару сотен выстрелов, чтобы спасти Алису. План прост. Такаши едет на мотоцикле в самое пекло. Кота прикрывается снайперской точки. Казалось бы, что может пойти не так? Всего-то потеря управления, улетевший байк, толпа зомбей и собака. Нужно оперативно уезжать, а то стрелок столько шума наделал, что скоро того, глядишь, гниль со всей округи притопает, по душе горемычных. Благо, Сизука уже нашла ключи от модного военного хаммера, а остальные дамы собрали необходимое снаряжение. Дело осталось за малым – подобрать друга с детем, а потом можно и на речку поехать. Зачем? Не знаю. Видимо, мало в ванной кисли. Итак, речку переплыли. На удивление, в округе пусто. Тишина. Ни одной гнили. Значит, самое время переодеться и провести ревизию снаряжения. Плюс инструктаж по использованию огнестрела. Такаша объяснений Коты, конечно, не понял. Зато дамы уже приоделись. Жаль, скоро новые модные луки снова будут запачканы кровью. Ну а ребята такие мирно катались по городу до тех пор, пока не доехали до центра. Буквально на каждом повороте поджидала нежить. Так и колесили влево-вправо, пока не загнали себя в тупик. Впереди решетка, позади гниль. Мотор заглох, еще и Рэй случайно упала за борт. Придется драться. Одним словом, резня. Время идет, патроны кончаются. Вот уже Сайка с Такаши прорываются через толпу вражин вперед, чтобы отвлечь их на себя. Вот уже Кота прощается с Алисой так же, как недавно прощался ее почивший отец. Нежить, правда, на отвлекающий маневр говна не реагирует. Вот и сплавали на речку, приплыли. Казалось бы, может помочь только чудо. Да, вот и оно. Юрика, мать Саи. Причем не одна, с целой бригадой военных. Дочь-то спасена. А что до гениев, попытавшихся отвлечь зомбей на себя? Им придется добираться до спасительной дачи пешком. По счастливой случайности в магазине с мотоциклами оказался новенький электромобиль
электромобиль с воздушной подушкой. Поздравим! Чудесным образом возможность машины плавать пришлась очень кстати. Тем более, что нежить плавать не умеет. Парочка переждали на небольшом островке, пока вражины разойдутся. А после можно и дальше в путь. Транспорт – зверь громкий. Придется его оставить колесить по кругу фонтане. Как раз отвлекающий маневр, чтобы самим успеть убежать подальше. Правда, Сайка ни с того ни с сего впала в ступор. Видно, испугалась детишек. Как говорится, с кем не бывает. Переночевать ребята решили в местном храме. Там и дверной засов имеется, и дровишки. Отличный повод рассказать флешбэк, чтобы пояснить, что ввело даму в недоумение. Как-то раз вечером мечница возвращалась домой и заметила, что за ней кто-то следит. Приняв мужчину за маньяка, она сама притворилась жертвой, а после жестко избила его. Короче, чел скис. А полиция приняла все за самооборону. Утро, пора бы выдвигаться. Но Сайка что-то до сих пор киснет. Негоже. Такаши решает подбодрить подругу, которую до этого уже порадовал ночью. Больно, конечно, но благодаря избыточному давлению получен заряд сил и эмоций. Можно нарезать. Таймскип. Все благополучно добрались во дворец родителей Саи. Теперь тупо отдыхают. Рэй мажет спину, чтобы выздоровела, а то после пострелушек в качестве опоры все болит. Кота возится с пуколками в гараже. Сайка и Такаши вместе с Алисой мило беседуют, а сама царица сего дома ругается с матерью. Вот какой нюанс. В хоромах образовалась целая колония из выживших поселенцев. Вода и электричество поступают с ГЭС, которую охраняет отец Саи. И все, казалось бы, мирно, хорошо, но про дочурку-то забыли. Ее никто даже не пытался найти, потому и обиделась. Как говорится, самое время душных монологов. Такаши вообще не устраивает закидоны пятиглазой. Она хотя бы знает, что родители живы-здоровы, а остальные целыми сутками наматывали кишки и играли в зомби с Докой 2. Очевидно, вопрос жизнеспособности их родственников под вопросом. Тем временем владелец имения Суитера вернулся. Даже привез с собой улов, бывшего подчиненного, ныне настоящего дотера. Чтобы все выжившие понимали, с чем имеют дело, благородный муж решает продемонстрировать, как нужно поступать с подобными выродками. Все поняли, приняли, усвоили, записали. Кота, к сожалению, не конспектировал правила поместья, поэтому был загнан в угол злыми взрослыми, желающими отобрать у мальца оружие. Оно и правильно. Игрушки детям не игрушки. Тем более, на кой одному толстяку столько обвеса. Раз родители не научили делиться, научат другие. Тут как тут уже и Суитера подоспел посмотреть на шумное столпотворение. Впрочем, очередной душный монолог о самопожертвовании и героизме пятиглазого спасителя пятиглазой дамы я пропущу. Если вы не забыли, шизоидный учитель Сида со своими подопечными еще живы. Молодых, которые не поддаются речам, он успешно скармливает нежити. Тем временем и в поместье творится неладное. Появилась группа плоскоземельщиков, считающих, что их насильно удерживают в лагере, и на самом деле снаружи все нормально. Это злые военные убивают ни в чем не повинных людей, а они, быть может, еще живы. Кто вообще знает, как работает чудной вирус? Правильно, никто. У детей, впрочем, аргументы тоже иссякли. Самое время перекинуться парой слов между собой. Может, кто-то пропустил, но Такаши оказывается негласный лидер детей. Командир должен быть везде, вот и здесь имеется. Когда и кто такое постановил, не знаю. Из важного. Суитера решил показать Сайка первоклассную катану, чтобы та оценила оружие своим опытным взором. Прирожденной мечницы. Клинок и впрямь мощнейший. Выкован еще в эпоху Эда. И по слухам, благодаря волнообразной кромке способен рассекать даже кости без единого сучка. Теперь сие чудо принадлежит даме. Она, как полагается культурному ребенку, вынуждена отказаться. Все же слишком дорогой подарок. Но правда, выбора ни у кого нет. Вопрос не обсуждается. Дед хочет таким образом отдать дань уважения отцу девушки, который в свое время обучал еще молодого Саитира мастерству клинка. Из не менее важного, Такаши просит разрешения покинуть лагерь, чтобы попытаться найти родителей. Однако есть нюанс. Выжившие покидают особняк через 3 дня, потому что еда и вода не резиновые, да и опасно в такое время стоять на месте. Выходит, если детишки не успеют вернуться к отправке, дальше будут крутиться сами. Ну и ладно. Будут и будут. Другие детишки крутятся, и ничего. Доехали с учителем до выживших. Молодцы. Только Рэй не очень обрадовалась, снова увидев старого знакомого. Одним словом, нужен флешбэк. Сида – сын влиятельного чинуши, который в свое время забыл про чада и жену. Последняя даже скисла от такого расклада событий. Малец было стал педагогом, чтобы быть максимально далеко от заносчивого, самодовольного, эгоистичного отца. Но, как говорится, сын платит за грехи отца. В итоге Сида стал потешаться над нерадивыми студентами. А потом и вовсе оставил Рэйчку на 2-й год, потому что ее отец полицейский копал в темные депутатские делишки. Сейчас жизнь на Украине кардинально изменилась. Можно и живых людей резать, и неживых. Поэтому выбор за дамой. Если хочет, может проткнуть обидчика. Она, благо, не хочет. И слава богу. Жаль, тварь с приспешниками все-таки отправили обратно за ворота. Помянем. Между тем, американская подлодка запускает ядерные боеголовки в Китай и Корею. Еще раз помянем. К счастью, антибаллистические силы не дремлют. Ракеты успешно сбиты. Правда, не все. Одна таки достигла цели, потому что
ответственная за область подлодка оказалась немного зомбями. Люди остались целы. Повезло. Но есть один нюанс. Связи больше нет. К тому же из-за резкого отключения электроники автобус с гнилыми врезался в ограждение. Организовалась брешь. Теперь другие гнилые активно направляются в особняк. Настолько активно, что уже ворота пробили. Зомбям конца нет. Оружия не хватает. Знаете, я тут подумал, помните анекдот про дотеров? Так вот, а почему шизы заранее не подготовили горючие смеси, если уже видели и знают, как огонь хорошо справляется с нежитью? Родители Саи – люди благородные. Дочурки говорят бежать, а сами останутся всеми силами и не силами отбиваться. Помянем. К слову, военный транспорт оказался с дополнительным предохранителем и почти не пострадал во время радиоэлектронного взрыва. Механик без труда поставил машину на ноги. Простите, на колеса. Ну и все. Герои уезжают в закат, искать родителей под руку медсестры, а взрослые устраивают резню. Отличный повод оформить лайк и подписку, тем более на этом история не заканчивается. Далее по сюжету горемычные где-то раздобыли лодку и уплыли на необитаемый остров. Ну точнее как необитаемый. Там уже была хижина и бутылированная вода. Одним словом, пляжный эпизод. Простите, двумя. Но еду-то откуда-то брать нужно. Вот и Кота пригодился. Наловил целую авоську рыбы. Можно и пожарить, и просто у костерка вечерком посидеть. Как обычно, есть один нюанс. Костер развели на листе какого-то глюциногенного дерева. И хотел бы я благополучно скипнуть все последующие события, но нет. Я это смотрел. Теперь страдайте вместе со мной. В общем, трава была не только глюциногенная, еще и афродизиачная. Зато из важного оказалось, что тогда там, в храме, между Такаши и Сайко ничего не было. Вот и правильно. Одобряю. Простите, осуждаю. В этот раз все зашло слишком далеко. Скип от греха подальше. Из важного. Остров таки оказался обитаемым. Зомбями, которые зачем-то домогались Такаши. Зачем? Вот и я не знаю, зачем такие тайтлы вообще существуют. Я устал повторяться, но, понимаете, в тайтле ничего не происходит. Абсолютно. Притом, картинка-то красивая. То есть денег на аниматоров не пожалели, а на сценаристов зажали. Все. Лайк, подписка, анекдот, комментарий, подписка на паблик, отписка, подписка, комментарий. Пока.